В видеороликах, выходящих на канале «Эпоха динозавров», мы неоднократно затрагивали тему уникальных животных. Их эволюция пошла, на первый взгляд, очень причудливым путем. Такие существа начали появляться практически с момента зарождения жизни. Наверное, с появлением самых первых одноклеточных организмов кто-то из них развивался по собственным стандартам. И, конечно, все эти странности всегда служили единственной цели – попытке лучше приспособиться к изменениям окружающего мира. О некоторых наиболее известных существах с уникальными способностями мы расскажем в новом цикле наших видеороликов. И сегодня речь пойдет о тех животных, которые жили еще до того, как миром стали править динозавры. Подписавшись на наш канал, вы сможете первыми узнавать о выходе новых выпусков и комментировать их содержимое. Также мы в очередной раз призываем наших зрителей активнее отмечать понравившиеся ролики при помощи лайков. Это способствует их продвижению по алгоритмам площадки и позволяет другим любителям науки познакомиться с каналом «Эпоха динозавров». Тиктаалик – рыба на 4 ногах. Это существо уже не было полностью рыбой, но и до настоящих амфибий ему было очень далеко. Обитало оно в далеком Девонском периоде у берегов современной Канады и Гренландии. В то время в этих местах располагались мелководные и довольно теплые моря. Возможно, из-за обилия растительности они больше напоминали болото. Предкам тиктаалика пришлось обзавестись мощными и длинными плавниками, чтобы пробираться через эти заросли. Сам тиктаалик, по мнению некоторых ученых, смог передвигаться на своих ластах по прибрежным территориям. Кроме того, у него одновременно имелись и жабры, и легкие. Это позволило ему достаточно долгое время проводить на суше. При этом на макушке его крупной треугольной головы располагалось отверстие, через которое тиктаалик мог дышать атмосферным воздухом, не поднимаясь из воды. Несмотря на то, что тиктаалика относят к лопастоперым рыбам, он имел достаточно своеобразную внешность. В длину он превышал 2–2,5 метра. У него не было переднего спинного плавника, но тело было покрыто чешуей. В крупной пасти располагалось 2 ряда зубов. Между черепом и плечевым поясом не было соединяющей их пластины, поэтому тиктаалик мог двигать головой влево и вправо независимо от положения туловища. Артроплевра – бабочка каменно-угольного периода. Конечно, на самом деле артроплевра была гигантской многоножкой, а бабочек в то время еще не существовало. Останки артроплевр были обнаружены в Северной Америке и Шотландии. Их длина, по оценкам ученых, могла составлять до 2,5 метров. Из-за того, что ротовой аппарат этих членистоногих так и не был найден, долгое время считалось, что они были активными хищниками. При таких габаритах это и не удивительно. Но при анализе одной из находок в желудке были обнаружены следы растительной пищи. Это дало возможность предположить, что артроплевры были склонны к вегетарианскому меню. Также некоторые исследователи предположили, что эти многоножки выполняли функции современных бабочек и участвовали в процессе размножения растений. При перемещении по зарослям артроплевры стряхивали на себя пыльцу, которая задерживалась в сочленениях чешуек их суставчатой брони. Геликоприон – рыба с вращающейся челюстью. В 1897 году вблизи от города Красноуфимск, в отложениях позднего пермского периода, была обнаружена странная спиралевидная конструкция. Исследовавший ее геолог и палеонтолог Карпинский выяснил, что странные заостренные выросты на спирали являются зубами и принадлежат неизвестному на тот момент виду хрящевых рыб. Он предположил, что эта странная конструкция была верхней челюстью. Сама рыба была названа геликоприоном. Это название произошло от сочетания греческих слов, которые можно перевести как «витая пила». В
Впоследствии по всему миру были найдены и другие останки геликоприонов и родственных им рыб. После их исследования зубная спираль была перемещена на нижнюю челюсть. Хотя есть мнение, что она могла располагаться и внутри глотки рыбы. Считается, что зубы начинали расти от основания спирали. По мере появления новых, старые смещались и постепенно сбрасывались. Как на самом деле применялась эта циркулярная пила, пока до конца непонятно. Некоторые ученые даже предполагают, что она на самом деле могла в определенной степени вращаться, перепиливая щупальца или раковины моллюсков, а также нанося серьезные раны рыбам и другим морским животным. Также есть мнение, что геликоприоны с ее помощью просеивали природный ил. Более полных находок, способных пролить свет на данную проблему, в распоряжении ученых не имеется. Также не существует других живых организмов с подобным строением ротового аппарата. Поэтому пока эта загадка остается неразрешенной. Корнуфекс – двуногий крокодил. Хотя этот крокодиломорф обитал в Северной Америке уже в конце Триасового периода и был ровесником первых динозавров, мы не можем не включить его в данный выпуск. Несколько разрозненных костей этого отдаленного родственника современных крокодилов нашли в штате Северная Каролина почти 20 лет назад. При описании он получил видовое имя, означающее «каролинский мясник». Длина его тела оценивается почти в 3 метра, а высота в 1,5. При этом считается, что найденный скелет принадлежал еще не совсем взрослой особи. Уникальность этого крокодиломорфа состояла в том, что он, скорее всего, передвигался исключительно на задних конечностях. Его передние лапы были намного короче. Правда, пока не обнаружено ни одного свидетельства кровожадности корнуфекса. В распоряжении ученых нет ни костей со следами его укусов или окаменелых остатков содержимого его желудка. Но выбранный им способ перемещения на тот момент, без сомнения, был передовым. Недаром после вымирания этих двуногих крокодилов доминирующими хищниками стали двуногие динозавры – тероподы. Дунклеостей – рыба-монстр с беззубой пастью. Около 360-380 миллионов лет назад, в Девонском периоде, эта панцирная рыба была главным хищником планеты. Ее длина могла достигать 10 метров, а масса – 1 тонны. Огромная голова была покрыта панцирными пластинами и оснащена устрашающей пастью. Эта пасть также состояла из костяных пластин и больше напоминала клюв. Вместо зубов в ней располагались все те же костные пластины. Но даже с таким примитивным ротовым аппаратом Дунклеостей мог не переживать за то, что кто-то в океане окажется ему не по зубам. Сила укуса его челюстей, по расчетам ученых, была просто чудовищной. Даже современные крокодилы не обладают такой скоростью и мощностью укуса. А в морях Девонского периода в основном обитали моллюски и аммониты. Их раковины легко ломались челюстями Дунклеостея. Даже появившиеся к тому времени акулы не могли конкурировать с этой живой торпедой. Их Дунклеостей мог перекусывать пополам без серьезных усилий. Единственным существом, которое могло нанести вред этой рыбе, был другой, более крупный Дунклеостей. Циногнат – шерстяной ящер. Пермский период был эпохой звероящеров. В это время появилось большое количество существ, имевших множество признаков современных млекопитающих, но еще не утративших некоторые черты рептилий. Одним из таких животных был циногнат. Это было достаточно крупное по меркам своего времени животное. Длина его тела могла превышать 1 метр. При этом практически треть этого размера приходилась на голову с зубастой пастью. Их верхняя челюсть была украшена мощными саблевидными клыками. Также в пасти этих звероящеров имелись примитивные коренные зубы. Именно благодаря такому строению ротового аппарата циногнаты и получили свое название. Дословно оно переводится как «собачья челюсть». Задние лапы циногната располагались под туловищем, как у млекопитающих, а его передние конечности еще были расставлены в стороны, как у рептилий.
У циногнатов наблюдается дифференциация зубов, как у современных млекопитающих. Исследования окаменелых отпечатков кожи циногнатов показывают, что все их тело было покрыто шерстью. Также, возможно, на их морде присутствовали вибрисы, чувствительные волоски, образующие подобие усов. Мегавайтия – ядовитый медведь пермского периода. Наличие ядовитых желез среди современных млекопитающих является большой редкостью, а развитый аппарат для впрыскивания токсина в тело жертвы из позвоночных животных смогли создать только рептилии. Но поскольку синапсиды позднего пермского периода могут в полной мере считаться переходной формой, среди них были и животные, которые предположительно обладали ядовитым укусом. Мегавайтия известна всего по одной верхнечелюстной кости и еще нескольким разрозненным костям, найденным в Нижегородской и Владимирской областях России. Изначально находки были отнесены к одному из видов горгонопсид. Но при более детальном изучении стало понятно, что ученым удалось обнаружить нового хищного звероящера. По габаритам Мегавайтия примерно соответствовала современным медведям. Только ее голова и, соответственно, челюсти были более крупными по отношению к размерам тела. Но больше всего ученых привлекло строение клыков этого грозного хищника. Во-первых, они были тройными и росли из общей альвеолярной сумки. А внутри клыков располагались отдельные каналы, которые предположительно вели к железам, вырабатывающим ядовитый токсин. Пока подтвердить или опровергнуть эту гипотезу невозможно из-за недостаточного количества материалов. Но если будет доказано, что Мегавайтия убивала или обездвиживала жертву при помощи яда, то она станет самым древним ядовитым позвоночным в истории планеты. Разнообразие уникальных видов животных, населявших нашу планету в разное время, не позволяет рассказать обо всех из них в ходе одного ролика. Как показывает история эволюции, не все эти черты позволяли живым организмам успешно приспосабливаться к изменениям условий существования. Но наличие именно таких, порой необычных, отклонений и позволяло выживать и развиваться дальше. По сути, вся история жизни, от простейших одноклеточных до высокоразвитых млекопитающих, сводится к тому, что определенные уникальные черты разных видов способствовали их дальнейшему развитию и процветанию. Мы благодарны зрителям, досмотревшим этот ролик до конца. Более подробную информацию о показанных в нем существах можно найти в предыдущих выпусках. Также из них вы сможете узнать об эволюции различных животных и взаимоотношениях современного человеческого общества с живой природой.